В первую очередь, спасибо за этот праздник. Это было замечательно. И мой вопрос, для чего им нужна динамика? Для чего ее делать? Для чего приходить? This morning when we were starting this beautiful moment of almost more than 100 people practicing dynamic meditation in this beautiful center, И вот буквально за мгновение до того, как началась вот эта прекрасная медитация, где более 100 человек в этом прекрасном центре стали делать I asked динамическую everybody. медитацию. Я всех спросила, why are you here? почему вы здесь? And for a moment there was a silence, И на момент воцарилась тишина, as if I had asked some strange question. как будто я спросил что-то странное. So I said, wait a little and then I will explain you why you are here. Подождите секундочку, сказал я, и сейчас я объясню вам, почему вы здесь. What is the message that Osho wants you to understand through the practice of this dynamic meditation? И что в действительности Оша хотел передать вам через эту динамическую медитацию. And in fact, the message is the same whatever the technique. И на самом деле послание то же, что и через любую другую технику. Dynamic meditation is an intense, it's a good package, it's an intense technique, Это интенсивная техника практика. but the message is the same. А What- сообщение тоже. Whatever technique you use. Любую технику, которую бы вы не And actually использовали. the message is not only the message from Osho, it's the message from any master. И это послание, которое не только Оша передает, но и все остальные мастера. The message in dynamic meditation, as I like to say it, is stop. Послание динамической медитации в моменте стоп. Stop identifying with your thoughts. Перестаньте отождествляться со своими мыслями. I remember hearing Osho saying that the only disease is identification. Я помню, когда Оша сказал, что болезнь – это идентификация, отождествление. So whatever technique he offers to us, И любую практику, которую он нам давал, they all invite you to arrive to that place of stop. и любая практика ведет вас к этому моменту стоп. Then you must understand that Osho is a master of meditation. Вы должны понять, что Оша – это мастер медитации. And there has been many, many masters of meditation since the beginning of times. И вообще с начала времен было тысячи мастеров. And they all bring a unique message. И они все принесли какое-то уникальное послание с собой. But there is an original message that comes from Osho. Но нет такого какого-то специального послания That от Оши. it is focused on the new man, on the man of today. Он просто фокусировался на современном человеке сегодняшнего дня. And this message is quite simple to understand. И это послание достаточно легко понять. In the old days, in the days of Buddha, В дни Будды, when Buddha suggested the technique of vipassana, когда Будда вот рекомендовал випассану, the world was very different. мир был совершенно другим. People were living in a commune and didn't know if there was another one on the other side of the hill. И люди просто жили в сообществах, не зная о том, что существуют какие-то другие сообщества. Today we are in the world of internet, А сегодня мы живем в мире интернета, global communication, в такой глобальной коммуникации, instant information. совершенно невероятной информации. So we are constantly disturbed by information. Мы постоянно как бы потревожены этим потоком информации. It seems to be impossible to find a silent place in this planet. Почти невозможно найти тихое место на этой планете. So the new man today is not the same than from the time of the Buddha. И человечество сейчас отличается от того человечества, которое было во времена Будды. And there is where you must understand Osho's message. That is so clear and so obvious. И вот в чем, собственно, и послание Ошо для нового человека. Don't force yourself into silence. Не форсируйте себя идти в тишину. It's difficult. Это тяжело. It takes a lot of time. Это занимает огромное количество времени. Instead, exhaust your physical energy. Но и одновременно просто замучайте, растратьте свою энергию тела. That's easy. Это легко. You can use the body Вы можете использовать. and eliminate, release the body tensions.
и расслаблять вот то напряжение, которое в нем скопилось. And then silence comes as a gift. И тогда тишина просто как подарок опустится на вас. Dynamic meditation is a very clear example of this message. И вот на самом деле динамическая медитация легко говорит об этом. But in a way, so is Kundalini or Nataraj or all the other techniques. Но есть и другие практики, как Натарадж, Кундалини. They all invite you to be total in the use of your physical energy. Они все приглашают вас использовать вашу физическую энергию для этого. And then the silence is not an effort. И тогда тишина приходит естественно. You don't have to be intention in order to create silence. Вам не нужно как бы создавать ее, делать это через усилие. Silence comes as a blessing. Просто тишина приходит как блаженство. At the end of the first 3 stages of dynamic meditation, Как бы завершение тех первых 3 стадий динамической медитации. if you want, Если вы хотите. you can bring yourself to a peak experience. И вы можете привнести себя на пик этого опыта. Or, if you want, an orgasmic feeling. Или же вот в оргазмическое такое состояние. And then you stop. И тогда стоп. Stop identifying to your thoughts. Стоп. Заканчиваете идентифицироваться со своими мыслями. This is, in my understanding, the message that still today it is totally alive, totally fresh, and more needed, although Osho's body is not with us since quite a few years now. И вот это мое понимание послания Ошо, даже для сегодняшнего современного человека, оно все еще живо, все еще актуально, даже когда Ошо нет в теле. I remember Я помню, very clearly in the last years of his life последние годы его жизни, that I was sitting there in front of him listening to his discourse. просто когда я сидел перед ним и слушал его речь, And once Osho said, the future is in Russia. он говорил, будущее в России. I remember sitting there. И я помню I это. said, the future is in Russia. Думаю, странно, будущее в This России. was long before the important changes that have happened in this country, before perestroika and all these social changes. Это было давным-давно, еще до перестройки, до всех этих больших перемен в вашей стране. There were no signs at that time that there would be such an opening in the Russian society. Не было даже и тени знака того, что здесь произойдут такое раскрытие, такие перемены. But Osho was already pointing to that Но direction. Ошо уже указывал в этом направлении. And today, if someone is just a witness of the continuous change in the Russian society, it is happening. И сейчас это просто происходит, и мы вот наблюдаем эти огромные, глубочайшие перемены, которые проходят в России. I often tell my friends in the other Western countries Я часто говорю об этом со своими друзьями из разных европейских стран. Russia is the hope of the future. И говорю, что вот Россия это на самом деле один из особенных. Not only because of all the possibilities that you have in this country, И не только потому, что здесь сосредоточены все but возможности, especially because of the people. но именно потому, что здесь особенные люди. Sometimes you don't realize how special you are. Вы иногда просто не понимаете свою вот эту уникальность. The West has not yet understood what is Ruskaya Dusha. Европейский человек не способен понять до сих пор, что же за русская душа такая. It is like a wave that it's going to go and bless the whole planet. Это вот как будто огромная волна, которая идет благословить весь мир. You have an education level that it is higher than most of the Western И countries. у вас также и уровень образования гораздо выше, чем везде. You have a wish for awakening that I rarely meet in other countries. И действительно, я вижу вот это желание пробуждения, которое редко встретить в других странах. Yes, there is many kinds of Russians and everyone is an individual. Да, конечно, есть много разных людей, и все индивидуальны в России. But when you come together, Но когда вы вместе, like we were this morning, вот как сегодня утром, you are like a volcano вы просто как вулкан. of love, of energy, of yes. Вулкан, да, вулкан любви, вулкан энергии. And I am so fortunate, I am so grateful that my life brought me to be in contact with you.
И я так счастлив и на самом деле удачлив в том, чтобы находиться с вами здесь сегодня. Every time I have the opportunity to return, И каждый раз я хочу вернуться. I want to give something more than before. И я хочу дать еще больше, чем до этого. I want to make you feel how Osho is so alive. И я хочу показать вам, что Оша до сих пор жив. I really want you to look at the moon, not to get stuck with the finger. И я хочу действительно, чтобы вы смотрели на Луну, не застревая во взгляде на Osho пальцы. is the master of masters. И Оша, он мастер мастеров. And if you want, he will guide you towards your inner being and your inner peace. И если вы действительно хотите, он приведет вас в ваш внутренний мир. Remember, he used to say, Помните, он говорил, if you want to know me, если вы хотите меня, practice my Знать. meditation techniques. практикуйте мои медитации. Yes, read the books, Читайте книги, watch the videos, смотрите видео, but they all are an invitation for you to practice the techniques of meditation. но они просто всего лишь приглашение к тому, чтобы практиковать медитацию. And whoever will watch our conversation, И кто вот увидит наше интервью, don't stop at the books. пожалуйста, не останавливайтесь на книгах. Don't be just satisfied with the videos. Не удовлетворяйтесь, просмотрев видео. You will meet Osho through the practice of his technique. Вы встретите Ошу через эту практику медитации. And it is one of my special feelings in my life to have been part of the beginning of Osho in Russia. И в действительности это вот моя мечта и желание моего сердца быть частью вот этого двигателя энергии Оши в России. Life gave me this gift of having been in the first dynamic meditation in Russia. И жизнь подарила мне вот эту возможность уникальную привнести динамическую медитацию в Россию первым. It's one of these very precious flowers that I carry in my consciousness. И это действительно один из самых прекрасных цветков, подарков, которые я храню в моем I сознании. will never forget that. Я никогда об этом не забуду. It's these blessings that the master shower on you. Это благословение мастера, которое I изливается see на it as a нас. gift from Osho that I was part of this moment. Это был подарок Оши мне, вот, то, что я являюсь частью вот этого происходящего. And здесь. it's very interesting that still today, after so many years, I meet people that were in that meditation in May 1990. И удивительно, что до сих пор я встречаю тех людей, которые были на той первой медитации динамической в 1990 году. So people were touched already then. И вот тогда уже они были глубоко затронуты этой практикой. And in a very magic way, because it is really magic. И вот таким необыкновенным путем, потому что это действительно Dynamic волшебство. meditation has been in Russia since May 1990, at least. И вот эта медитация практикуется в России с мая 1990 года, как минимум. And it's growing. И это растет. Without any conflict, without any fight, without any struggle. Без какой-либо особенной борьбы или конфликта. Just people that want to be a better person, Просто люди хотят быть лучше, a better life quality, хотят получить лучшее качество жизни. a better member of this society, И просто лучше вокруг себя мир. a better family member, just a better person. Хотят быть просто хорошими членами семьи или социума. Вот так. I like to remind that Osho is not a religion. И я хочу напомнить, что Оша это не религия. We are not in conflict with religion. У нас нет никакого конфликта с религиями. We are only for a quality of life, which you describe living consciously. А мы на самом деле говорим о качестве жизни высоком, которое вы называете уровнем сознания. Or maybe even better, dying consciously. Или сознание смерти. Meditation is scientific. Медитация, она очень научна. Meditation is something that your intelligence can understand. Это то, что вы можете действительно понять. It should, in my understanding, be part of our education. И на самом деле это понимание может стать частью вашего образования. And of course, there are many techniques of meditation.
Конечно, есть огромное количество практик медитации. Every master has created different techniques. У каждого мастера есть своя медитация, практика. They are all valid. Они все работают. Okay, and it's up to you through your search to find the one that it is the best for you. Это просто ваш выбор найти ту самую, которая работает для вас. У меня было несколько вопросов, но мне не пришлось задать ни один из них, потому что вы ответили на все. He had a few questions, but you already fulfilled all of them. Yes. Единственное, что бы хотелось еще услышать, это... I'm reminded hearing Osho says, you can ask anything you want, I have only one answer. Я помню, говорит, как Оша говорил, да, вы можете спрашивать что угодно, но у меня только один ответ на все ваши вопросы. Meditation has to be taken playfully. Медитация должна быть сделана игриво. It's not a competition. Это не соревнование. There will be never Olympic games of meditation. Никогда не будет Олимпийских игр по динамической медитации. Meditation is just another way of expressing the love to yourself. Это просто еще один способ выразить свою любовь к себе. It's a quality. Это качество. It's the quality of a mother giving birth to a child. Это вот то качество, как если бы мама дала рождение ребенку. It's here now. Это вот здесь сейчас происходит. And then, of course, there are techniques. И, конечно же, это и техника. And often there is confusion between what is a technique and what is meditation. Иногда как бы существует такое сомнение, что же является техникой, что же является медитацией. Well, the techniques bring you in contact with the quality. Просто техника дает вам возможность прийти вот к этому качеству. It's like you want to swim in a river. Например, вы хотите плыть по реке, The river of life. Реке жизни. But in the beginning, maybe you need a boat. Но, может быть, вначале вам нужна лодка. Just to make you feel comfortable. Просто, чтобы чувствовать себя комфортно. So you take your boat. Вы берете свою лодку. And then one day, you say, I don't need the boat. I jump in the ocean. И однажды вы говорите, да нет, я уже не нуждаюсь в лодке. И просто прыгаете в воду. So the techniques are to bring you in contact to the quality that is already inside of you. И просто это техника, чтобы прийти в контакт с собой, которым вы уже являетесь. You don't have to learn about meditation. Вам на самом деле не нужно учиться медитации. You have only to remember about meditation. Вам нужно только лишь помнить о медитации. We have forgotten, Мы просто забыли. but we have not lost it. Но мы не потеряли это. So the techniques make you remember that quality. Техника просто дает вам возможность вспомнить то качество. And then every human being can describe it in their own way. И тогда любое человеческое существо способно просто выразить это своим Some способом. will say it is silent. Кто-то может сказать, это тишина. The other ones will say it is melting with the universe. Кто-то расскажет, что это таяние в Вселенной. These are just individual ways of expressing this inner quality that it is part of human nature. И это просто вот какие-то индивидуальные, уникальные способы выразить ту уникальную природу, которая существует в человеке. In this moment. В этот момент. Not only us, we are in meditation. Нет, не только это про нас, я But говорю. all the friends who are here. Все, кто здесь присутствует. We are here now. Мы здесь сейчас. The energy is resonating in our hearts. И энергия резонирует в наших сердцах. And actually, if we look at mind feels a little more clear. И если посмотрите на ум, он вдруг окажется достаточно ясным сейчас. Not only we understand, but we recognize. Мы не только понимаем, но еще и признаем. My words could have been said by anyone who is in this room. На самом деле, те слова, которые я сейчас говорю, могут быть произнесены любым в этом зале. This is that quality that we call meditation. Вот это и есть то качество, которое мы называем медитацией. It's not esoteric.
Это не эзотерично. No, it's the most ordinary thing of life. Это самая обыкновенная вещь в жизни. We are born in meditation. Мы родились в медитации. And deep inside, we want to die in meditation. И внутри глубоко нас в действительности мы хотим умереть в медитации. Thank you, everybody. Спасибо вам всем. I can feel you all. Я могу чувствовать вас. So, dabei, нет, stop. Давай не You are останавливайся. doing great, great. Ты здорово все делаешь. Okay. Продолжай. It's a fantastic message that you carry inside of yourself to help people to meditate. Это невероятное послание, которое ты несешь своим сердцем Yes. для людей. All right. Еще вопрос можно? Yes, of course. Of course. Есть пятая стадия в динамике, и Оша сказал очень мало про нее, что это празднование, и еще кое-какие дополнения. There is a 5 stage of meditation, dynamic meditation, but Osho said not so much about this. И какой вопрос? И очень много людей и мастеров, которые пятую стадию как-то по-своему говорят. Вот, и у людей возникают разные вопросы, как же делать тогда пятую стадию, потому что кто-то хочет на праздновании кричать, танцевать, хлопать в ладоши, что-то звуки издавать, и кто-то говорит, вообще в тишине хочет быть, и разногласия рождаются, и какое ваше мнение, как по-вашему лучше? He'd like to listen your opinion about fifth stage because he heard about this fifth stage and the way how to do this from the many persons, and all of these opinions are different. And sometimes somebody advises, okay, you can clap the hands, screaming, jumping, and some people say, some leaders say, no, you should be more silent or something like that. What is your opinion about it? The first thing that I like to say, and I feel that everyone should remember, И вот первое, что я хотел бы, чтобы знал каждый и помнил об этом. is that Osho was very clear to say Оша очень ясно говорил, that every time that you speak in my name, всегда, когда вы говорите от моего имени, don't say Osho said. не говорите, что Оша сказал. Instead, say, I have heard. Вместо этого говорите «я слышал». Take responsibility Возьмите ответственность that you heard it. говоря «я слышал это». Because what Osho said is in his books, Потому что то, что сказал Оша, это написано в его and книгах. anybody is free to interpret what he may have said. И все на самом деле свободно интерпретируют то, что он сказал. So every time I mention what Osho may have said, И вот всегда я обращаю внимание на слова Оша, которые он I сказал. really want to make it clear that it is what I heard. И вот важно ясно понимать, что So I am speaking in my own authority. I'm speaking, taking responsibility that this is what I heard. и когда я говорю «я слышу», да, и я беру ответственность за свои слова, за свою интерпретацию. Now, your question about dancing, И вот твой вопрос о танце. it's a simple question, but an important one. Это очень простой, но очень важный вопрос. First, Первое. the invitation about the practice of all the techniques Приглашение всех техник is that you will get the best result the more energy you give to the practice. в нем говорится, что чем больше вы энергии вложите в технику, тем лучше результат. So, if you want to have total results, Если вы хотите тотальный, максимальный then результат, invest total energy. тогда и вложите в это максимальное You will количество get back энергии. what you put. И вы просто получите то, что вы вложили. And each stage И в каждой стадии is equally important. вот это будет точно так же. It's not that the first or the second or the third. No, they are all one together.
И они на самом деле, все эти стадии вместе, и они одинаково важны. The invitation for totality starts with the first breath until the last sound of the dancing stage. Приглашение в эту тотальность, оно начинается с первого вдоха в начале и до последнего движения в конце. Remember, it's an invitation. Поймите, это The приглашение. choice remains yours. А шанс – это ваш, выбор ваш. The choice is always of the practitioner. Выбор всегда за практикующим. Good. But now let's look about what is dance. А теперь посмотрите, что такое танец. To me, it is what the world is missing. Это то, что я считаю, мир упускает. Your life does not miss as much, but is missing dancing. Ваша жизнь может быть в меньшей степени, но у кого-то в большей. When you dance, Потому что когда вы танцуете, you have no age, у вас нет возраста, you have no name, у вас нет имени, you belong to nobody. вы принадлежите никому. When you dance, you don't need anybody to tell you what to do or not to do. Когда вы танцуете, вам не нужен никто, кто бы говорил, что делать, а что не делать. Actually, somebody had to teach you how to walk, Да, конечно, кто-то должен учить вас, как работать, but you didn't need anybody to teach you how to dance. но никто вам не нужен, чтобы научить вас танцевать. And if you think about those people that we call primitive, И если вы подумаете о тех людях, которых мы называем you know, примитивными, the ones who live in the jungle of Africa or South America, ну вот кто живет в Африке, в джунглях или в Южной when they Америке, want to be with their gods and their divines, когда они хотят быть со своими богами, со своими maybe they don't божествами. know how to write or read, Может быть, они не знают, как водить машину или читать. but what they do, they dance. Но что они делают? Они танцуют. Dance takes you to the divine. И танец приносит вас к божественному. So, what do you want Osho to say? И что же вы хотите, чтобы Оша сказала? Osho invites you, puts dancing in your search for yourself. Он просто приглашает вас в этот танец, найти себя, обнаружить там. Actually, it was how I fell in love with myself, was through dancing. И на самом деле это то, как я просто влюбился в себя через танец. And notice that most of his techniques of meditation, they all include dancing. И посмотрите, почти все практики, которые дал Оша, они включают танцевальную. Because maybe it is the most ancient form of prayer. Потому что, может быть, это самый естественный способ молиться, молитвы. One of his metaphors about describing the new man is calling it Zorba the Buddha. И вот одна из метафор, которая описывает современного человека, это Зорба Будда. Or Buddha the Zorba. Или Будда Зорба. Have as much investment in your dancing as you have in your silence. И она как бы говорит о том, что вы вкладываете столько же энергии в свой танец, столько же, сколько и в тишину. And my experience through the practice of dynamic И мой опыт от динамической медитации. is that the deeper is my silence in the fourth stage, И чем глубже моя тишина в четвертой стадии, the more ecstatic is my dance in the fifth stage. тем более экстатичен танец в пятой. When you find no ecstasy in your dancing, Если вы не находите экстаза в своем танце, then you were not really silent. тогда в действительности вы не были в тишине. You were waiting for what would come next. Вы просто ждали, что же там случится следующим. You see. Looking at your mental watch. Просто смотрели на свое ментальное тело. 5 more minutes. 5 минут больше. You see. Then, of course, there is no ecstasy in dancing. Конечно, тогда нет никакого экстаза в танце. You see. I'm sitting near a master of dance. А я сижу рядом с мастером танца. She is the one who can tell you that dancing comes from your silent space. Она, кто может сказать, как танец приходит, появляется из тишины. Правда?